Дегуманизация – это когда человек перестает воспринимать другого человека как человека. Если ты способен расчеловечивать других людей, относиться к ним как к вещам, то ты, соответственно, сам как бы становишься в меньшей степени человеком, да? Ты сам расчеловечиваешься. А если он человек, значит, мы должны относиться к нему по-человечески. Так же, как волк относится к другому волку по-волчьи. Обезьяна относится к другой обезьяне по-обезьяне. В этом смысл. Тогда социальное существо может жить, давать жить другим, помогать и помогать всей своей стае, помогать всему своему сообществу. Так нас создала природа. Вы знаете главную идею бренда «Смешарики»? Мир без насилия. Вы знаете, что фиксики живут в машинах, в приборах, чинят их, помогают людям, но никогда не живут в военной технике и никогда ее не чинят. Это антивоенный бренд. Действуют те, кто против прогресса, действуют те, кто за прогресс. И оказывается, что тех, кто за прогресс, их больше, они сильнее. В конечном итоге. Наверное, такими жизнерадостными буратинами никто не в состоянии быть всю жизнь. Поэтому способность выходить из такой депрессии – это важнейшее умение, да, человеческое. Если ты умеешь заставлять себя хотеть, то ты можешь быть счастливым всю жизнь. А вы бываете безутешны? Я стараюсь даже в самых ужасающих ситуациях, в которые я, кстати, в жизни не раз попадал, оставаться деятельным. Это то, что спасает. В самой безвыходной ситуации у тебя есть возможность хоть что-то делать, хотя бы думать. Почему вы все еще здесь остаетесь? По той же самой причине, по которой я остался заложником. Ровно. То есть вы считаете, что мы все заложники сейчас? Я абсолютно убежден, что мы все являемся заложниками этого режима. Мы должны что-то делать здесь. А почему вы вообще предложили встречаться в музее, где что-то связанное с эволюцией животных, с животным миром, с зоологией? Ведь мы собирались вообще говорить о людях. А что может быть лучше зоологического музея? Когда говоришь о животных и о человеке, чем человек отличается от животного. Поэтому мы здесь. А чем, по-вашему, вообще человек базово отличается от животного? Ну, кроме того, что мы по-разному выглядим. Это очень сложный вопрос, ответ на который лучше всех дал Дарвин. Он сказал: ничем. Он сформулировал это примерно так, что вот даже психические различия, умственные различия, душевные различия, да, они скорее количественные, чем качественные. Это был совершенно удивительный вывод, который совершенно не был воспринят современниками, но вся последующая наука, вся биология 20 века и 21 века продолжает подтверждать это утверждение Дарвина. Удивительно, да? Не могли бы вы дать, по-вашему, точное определение того, что такое мораль? Ну, я бы сказал, мораль – это чувство общества. У вас есть чувство, да, как у человека. Вы чувствуете, что это вам нравится, это вам не нравится, к этому вас влечет, а это вас отвращает. Но вот мораль – это то же самое. То есть это чувство, метафора. Чувство, которое испытывает все общество. Ну, или то общество, которое считает эту мораль своей. То есть это одна из характеристик общества? Может быть, главная? Ну, почему главное? Не обязательно главное. В обществе есть еще многое, кроме морали. В человеке есть еще разум. В человеке есть еще руки-ноги. Человек – это не только его чувства, но также и общество – это не только мораль. Мы с вами собрались говорить о морали и о том, почему вдруг сегодня этот разговор оказался очень важным. Но прежде чем мы начнем это делать, нам нужно будет выбрать цвет. Пусть будет желтый. Желтый. Хорошо. Это будет желтый цвет. И
есть еще один важный вводный вопрос. Когда я готовилась, я думала все время, как мы вас представим. Предприниматель, создатель первой фьючерсной биржи, сооснователь Билайна, сооснователь мюзикла «Нордост», Фиксиков. Кто вы, Георгий? И я еще пропустила там 10 пунктов. Не знаю. Как хотите, так и представляете. Если будете задавать вопросы о науке, представляете как создателя всей науки. Если вдруг о биржах или о сотовой связи, ну тогда уж представляете как создателя первой фьючерсной биржи или там первой коммерческой сотовой связи. Ну, я не могу называться во всех этих случаях единственным создателем. Я, естественно, работал в больших коллективах, ну, правда, на руководящих должностях, но, тем не менее, это заслуга больших, прекрасных, талантливых коллективов людей. У вас папа, если не ошибаюсь, был тоже изобретателем. Да, а мама занималась патентами. Да, он был заслуженный изобретатель Советского Союза. Было такое звание. Его трансформатор до сих пор стоит на ВДНХ. Я каждый раз, когда попадаю на ВДНХ, я обязательно иду поклониться этому трансформатору. Вот эта вот история о том, что любое новое вами воспринимается не в штыки, ну, как обычно это свойственно все-таки людям, а как предмет для изучения и, возможно, предмет для извлечения выгоды, это с детства у вас или как-то с возрастом пришло? Это пришло с перестройкой. На самом деле, ни о какой выгоде с детства я не думал. Я был абсолютным советским ребенком. И только общественная польза меня всегда интересовала. Личная выгода меня заинтересовала только после того, как появилась возможность получать личную выгоду, не рискуя сесть в тюрьму. То есть, где-то вот с конца 80-х годов вдруг оказалось, что можно зарабатывать деньги честным способом. И вот это меня просто совершенно вдохновило. Даже не столько сами деньги, сколько вот сама такая возможность, свобода. В конце 80-х я стал одним из пионеров кооперативного движения. Ну, естественно, в какой-то момент мне нужно было заработать на семью, заработать на квартиру, что, собственно, я и сделал. Вы работали председателем исполкома Октябрьского района Москвы. И Октябрьский район Москвы был известен как тот единственный район Москвы, где было развито свободное предпринимательство, где можно было легко заниматься... Нет, он был не единственным. Было несколько таких районов, но наш был самым известным, потому что мы организовали упрощенную систему регистрации предприятий. Тогда была очень странная система в России. С одной стороны, можно было заниматься бизнесом, то есть уже разрешали. Но с другой стороны, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно было иметь юрлицо. А чтобы иметь юрлицо, нужно было иметь договор аренды. Ну, как, если юрлицо нигде не приземлено, да, куда ему письмо пошлешь, предположим, или претензию куда предъявлять. А для того, чтобы иметь договор аренды, нужно было иметь юрлицо. Иначе с кем заключать договор аренды? Вот такое было интересное законодательство. И понимая, что это просто то ли намеренно, то ли случайно так сделано, мы просто взяли и ввели так называемый единый юридический адрес. Мы выделили комнату, поставили там почтовые ящики и начали регистрировать предприятия по этому единому адресу, обеспечивая какие-то минимальные услуги. А в чем ваша выгода была? Моя выгода была дать импульс предпринимательству. Я занимаюсь только социально значимыми проектами. Это мой принцип. Только то, что важно для общества. Выгоду получили все эти тысячи предприятий новых, которые появились. Да, они были первыми. Они зашли на свободный, практически никем не занятый рынок. Они зарегистрировали свои счета в банках Октябрьского района города Москвы. И когда ликвидировались районы, там, через год, когда Москва перешла на трехзвенную систему управления с префектурами там, и прочим, там, по-моему, у Октябрьского района превышение бюджета было в 2 раза или в 3 раза, я не помню. Именно за счет отчислений вот этих вот новых предприятий, которые зарегистрировались в банках Октябрьского района и платили налоги там. Вообще, тогда были очень популярны рассуждения в конце 80-х о том, что убит генофонд, что вот инициативные люди из России вообще все уже давно выехали. Вот все, кто мог выехать, они уже все выехали. И в России вообще никого не осталось, а Россия ни на что не способна. И тем людям, нам, молодым,
которые в то время жили в Советском Союзе. Нам казалось обидным это слышать. Ну как это? Что же мы? Объедки того великого генофонда, который был в России. И оказалось, что нет. Мы не убитые. Нас много. Может быть, не так много, как могло бы быть, да, но нас было достаточно. Нас хватило на то, чтобы Россия ожила. Россия нашла свое место в мире, и Россию зауважали. Не за ее оружие, а за ее мозги и за ее инициативу. К сожалению, это не очень долго длилось. В 1920 году берлинский архитектор Александр Леви переехал в Тель-Авив. Его компания проектировала в активно застраивающемся городе дома, административные здания, синагоги и даже дороги. Самая известная работа Леви находится на площади короля Альберта I и называется «Дом Пагода» из-за ярусной крыши в азиатском стиле. Но крыша здесь не единственный интересный элемент. Арки, как в средневековых христианских базиликах и мавританских дворцах. Колонны, как в древнегреческих храмах. И украшения на фасаде в стиле модерн. Все это разнообразие вместе, как ни странно, смотрится очень даже хорошо. Правда, оценить здание можно только снаружи. Попасть вовнутрь не получится. Леви строил дом для богатого американского торговца Мориса Блоха. И сегодня это тоже частная вилла. Сегодня здание принадлежит некому шведскому бизнесмену, который редко бывает в Тель-Авиве, только на Рождество. Обычно узнать о том, что хозяин дома, можно по вывешенным на фасаде флагам Израиля и Швеции. Тель-Авив всегда пользовался популярностью у туристов, а в последнее время стал популярен не только в туристических целях. Найти самые выгодные билеты до Тель-Авива можно в приложении «Купи билет». Я свою поездку планировала именно там. «Купи билет» – это крупнейший в России сервис по поиску авиабилетов. Тут же удобно искать интересные варианты для будущих поездок. В приложении регулярно появляются сторис про разные классные места и маршруты. Чтобы снизить цены, «Купи билет» собрал смарт-маршруты из отдельных билетов. С ними вы экономите до 30% на перелете за счет комбинации тарифов авиакомпаний из разных альянсов, включая лоукостеры. А заодно можно получать еще больше впечатлений от поездок, выбирая интересные города для стыковок. За каждое бронирование в приложении копятся баллы, которые можно использовать для будущих поездок и оплатить ими до 40% стоимости любого билета. А если у вас поменялись планы, услуга «Купи билет возврат» поможет вернуть 90% потраченных денег. Они вернутся в виде баллов, которые можно использовать для будущих заказов. Если вы еще ни разу не пользовались сервисом «Купи билет», скачиваем приложение «Купи билет» по ссылке в описании и планируем новые поездки с выгодой. Вот мне сейчас неловко за себя, потому что я совершенно спокойно стою перед этими витринами, наполненными чучелами животных. Конечно, они потрясающе сделаны, очень красиво, но все-таки это чучело мертвых животных, убитых животных. Я помню себя в детстве, я не мог находиться в такого рода музеях. Меня выворачивало наизнанку, я не мог... Мне было так жалко животных. А мне кто-то сказал, что их не убивают специально для чучел, что это какие-то животные, которые умерли, и потом уже из них сделали чучело. Ну, не думаю. Не думаю. Они слишком хорошо сохранились для умерших своей смертью. Я думаю все-таки, что это специально убитые, специально выделанные животные, выделанные шкуры, специально сделанные чучела. И вот сейчас я смотрю практически спокойно на эти чучела, мне почему-то их не жалко. Наверное, что-то во мне с возрастом изменилось. Знаете, до того, как вы мне сказали, что их все-таки убили, мне тоже было нормально. Сейчас как-то мне не очень. Да? Да. Ну, видите, у вас что-то человеческое еще осталось. Здесь, видите, волчица вместе с волчатами, она их так трогательно охраняет.
от нас. Вспоминается выражение «человек человеку волк». То есть волк вообще-то должен считаться самым агрессивным, что ли, существом в природе, потому что он даже попал в... Ну, это неправда только уже потому, что волк – это стайное животное, да? Социальное животное, назовем его так. Просто если бы он был зверем по отношению к своим сородичам, они бы просто не могли существовать. Они бы скушали друг друга. Природа вряд ли бы себе этого позволила. Кстати, знаете, Конрада Лоренца был такой замечательный австрийский ученый. Очень противоречивая фигура, кстати. Он был членом НСДАП. Да, причем по собственной воле. И он пришел туда как дарвинист. Ведь вот эта вот национал-социалистическая идеология в какой-то степени... Ну, это такой вульгарный дарвинизм. Правда, да. То есть выживает сильнейший. Не только в животном мире, но и в человеческом мире должен выживать сильнейший. Но отсюда эти идеи про суперлюдей и недочеловека. Правда, потом, повоевав на Восточном фронте, посидев в наших лагерях, он разочаровался, написал о том, что он теперь разочарован, и что вот он теперь другой. Но осадочек остался, и научное сообщество долго не хотело его принимать обратно. Несмотря на то, что он выдающийся ученый, он один из основателей этологии, то есть науки о поведении животных. В конце концов, научное сообщество его простило, и, по-моему, в 1973 году ему дали Нобелевскую премию, все-таки признали его заслуги. А у него действительно заслуги были выдающиеся. Он изучал агрессию. И многие виды агрессии классически им описаны. Ну, например, смещенная агрессия. Это вот если вы не можете ответить обидчику, да, но вы можете излиться на кого-то другого, на кого-то более слабого. Вот очень часто так бывает. На человека там наорал начальник, да, он приходит в семью и вымещивает на детях. Или вот какое-нибудь государство, да, оно не может сразиться с более сильным государством, но зато может наказать более слабое государство. Тоже такая смещенная агрессия. Что говорил Лоренц? Он говорил, что внутривидовая агрессия очень ограничена. То есть волку человек. Так должна звучать эта поговорка. Волк должен вести себя по отношению к волку как человек, а не как животное, не как зверь. Вот вы любите... Какое ваше любимое блюдо? Салат с помидорами. Салат с помидорами. Свежими со помидорами. Сметаной, со да. сметаной. Как у Жванецкого. Вот так Да, вот. да. Снизу вверх. Снизу вверх. Слюнки текут? Да. Да. Когда вы его видите. Так вот, представьте себе, волк, который гонится за зайцем. Он ненавидит зайца? Нет, он просто есть хочет. Да, он его предвкушает. У него слюнки текут, понимаете? То есть вы же не ненавидите салат, когда вы его уничтожаете. Это не агрессия. Вы уничтожаете салат, волк уничтожает зайца. Нельзя здесь говорить об агрессии. Нельзя здесь говорить о ненависти. Волк начинает ненавидеть другого волка. Ну, например, самец ненавидит самца из-за территории, из-за самки, там, я не знаю, из-за чего. Да? Они начинают биться. Но в тот момент, когда один из них начинает побеждать, агрессия спадает. То есть этот механизм устроен так, что волк не догрызает своего соперника. Особенно если он уже вот на задних лапках и в позе побежденного. То есть зайца он догрызает до конца, а своего Да, товарища... зайца он догрызает, потому что это не есть акт агрессии. Это есть акт пропитания. А вот своего товарища он не убивает. Лоренц даже вывел такую интересную закономерность. Он говорит, вот чем сильнее вооружен вид, видите, этот вид очень хорошо вооружен. У него, видите, какие клыки, да, порвет кого угодно. Тем сильнее его мораль, как говорил Лоренц. То есть тем меньше он старается причинить зла своим соплеменникам. То есть он не будет добивать лежащего. Это справедливо и для волка, это справедливо для оленя, который может забодать другого самца, да, своими рогами. Вот. А для слабо вооруженных видов, говорил Лоренц, и мораль слабая. То есть мы с вами. О, совершенно верно. Человек – это слабо вооруженный вид, поэтому у него и мораль слабая, поэтому он способен уничтожать себе подобных.
Особенно у него это стало хорошо получаться, когда изобрели оружие. Якобы вот человека ничего, собственно, и не держит. Но вот здесь я с ним сильно не согласен. Первую всемирную выставку в Лондоне в 1851 году посетили 6 миллионов человек. Это треть тогдашнего населения Великобритании. На выставку ехали со всей страны, и лондонский художник Джордж Шоуф придумал специальный аксессуар, чтобы помочь посетителям, ну а точнее посетительницам, не заблудиться в большом городе. Вот это кожаная перчатка с картой Лондона на ладони, изобретение Шоува. В центре хрустальный дворец в Гайд-парке, где проходила выставка, а вокруг можно разглядеть несколько главных достопримечательностей и центральных улиц. Вдоль мизинца течет Темза, между средним и указательным пальцами поместился собор Святого Павла, ближе к указательному – Британский музей. Художник успел подать заявку на патент для своего творения, поэтому образец сохранился до наших дней, но в массовое производство перчатка, увы, так и не попала. Исследователи полагают, что саму идею о том, чтобы женщины могли в одиночку разгуливать где-то вдали от дома, в викторианской Англии могли счесть слишком смелой или даже опасной. Идея карты на ладони в конце концов воплотилась в современных смартфонах, да и покупать перчатки теперь можно прямо в телефоне, а найти любые аксессуары по особенно выгодным ценам можно в приложении Чикирики. Я уже рассказывала о клубе распродаж Чикирики. Там, как и на обычном маркетплейсе, огромный выбор одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. Принципиальное отличие Чикирики от обычного маркетплейса состоит в том, что все товары здесь продаются со скидкой всегда. И купить одежду на Чикирике можно даже дешевле, чем на сайтах самих брендов со скидкой на распродаже. Все дело в том, что каждая акция на Чикирике длится ровно неделю. И в течение этой недели вы можете как угодно дополнять и менять свой заказ. А через неделю начинается уже новая акция, и со скидкой продаются другие товары. Чтобы стать членом клуба распродаж Чикирики, достаточно просто зарегистрироваться на сайте или в приложении. А чтобы получать еще больше скидок и предложений, можно оформить платную подписку. Она стоит всего 249 рублей в месяц, но гарантированно окупается с первой же покупки. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся в Чикирике, оформляем платную подписку и покупаем красивые и функциональные вещи по выгодным ценам. Главное ваше ощущение от 90-х – это ощущение свободы или ощущение вдруг открывшихся возможностей? Свобода. Свобода – это главное. Мы с вами только что были в зоологическом музее и довольно подробно говорили о том, как люди похожи на животных. Чем они похожи? Практически те же самые животные. Все, что доступно животным, доступно людям, что доступно людям, доступно животным. В мире психики. Ну вот смотрите, там, скажем, мы с вами говорили о справедливости. Да? Это животное чувство, чувство справедливости. Оно есть у животных. Чувство сопереживания. Оно есть у животных. Оно не свойственно только человеку. Чувство своей семьи, своей группы, своей стаи, да? Это чувство животное. Оно свойственно не только человеку. Чувство иерархии, встраивания в эту иерархию. Да? Вот вожак, вот я там второй, а подо мной третий. Оно тоже животное. Чувство отвращения, например, к чему-то грязному, гнойному, вонючему. Да? Это животное чувство. А на нем, между прочим, построено человеческое чувство отвращения к чему-то грязному, в смысле нехорошему, да, морально нехорошему, да, и противоположность этому чувству – чувство почитания чего-то чистого, священного, да. Вот очень многие животные инстинкты, которые лежат в основе нашей современной морали, они пришли к нам оттуда, из животного мира. Практически у всех людей один и тот же набор.
вот таких вот инстинктов. Вот есть такой замечательный социальный психолог Джонатан Хайт. В своих трудах Джонатан Хайт выделил 6 моральных оснований, которые нам достались в наследство от животных. Ну, это способность сопереживать и заботиться о других. Это стремление к свободе, встраивание в иерархию. Это родение за своих, за свою семью, за свою нацию, за свою страну, за свою конфессию. Ну, и это отвращение ко всему грязному и стремление к чистоте. Ну, и, конечно, чувство справедливости. И вот интересно, что, несмотря на то, что все эти моральные основания, как бы эти животные инстинкты, которые в нас заложены, они у всех людей одинаковы во всем мире, что показывают многочисленные исследования. Но, тем не менее, морали разные. В каждой стране она своя. Даже в одной стране у одних людей она может быть одна, у других другая. Если совсем коротко, то формула морали – это животные инстинкты плюс культурные оковы. А культурные оковы в каждом обществе, в каждой конфессии, в каждом информационном пузыре свои. И вот как тебя сформировали в твоей школе, в твоей церкви, в твоем государстве, вот таким ты и будешь. Есть, конечно, шокирующие примеры того, как из одних и тех же животных моральных оснований, да, появляются разные морали. Ну, например, там Шарли Эбдо, да? Когда это было? В 2015 году 12 человек в редакции террористы убили. За что? За то, что эта редакция позволила себе опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда. То есть, вот казалось бы, представление о моральной чистоте есть и в западной культуре, и в восточной культуре. Представление об авторитетах есть и там, и там. Представление о свободе есть и там, и там. Представление о справедливости есть и там, и там. Но все эти ингредиенты замешаны в разных пропорциях, имеют разный вес. И, собственно, Хайт об этом и говорит, что там, скажем, вот для западных культур, например, для них больший вес играют такие моральные основания, как сопереживание, как свобода, как справедливость. А для восточных культур большую роль играют такие моральные основания, как помощь своим, то есть лояльность по отношению к своей группе, уважение к авторитету, уважение к чему-то большому и чистому. То есть, я не знаю, там, к Богу, государству. Таким вот образом получаются разные морали. Я просто вспомнил сейчас очень интересный пример, который любит приводить на своих лекциях Александр Аузан. Он рассказывает о таком мультикультурном эксперименте. Один и тот же вопрос задавали людям в разных странах. Им описывали ситуацию. Один студент списывает у другого студента с его согласия. А третий студент сообщает об этом преподавателю. Как вы к этому относитесь? Спрашивали у людей в разных странах. Значит, тот студент, который списал, он, по-вашему, что сделал? Хорошо, плохо, как он поступил? Как смог. А тот, который заложил его... Ну, ему, видимо, было завидно, что ему-то не дали списать. И он поступил... Он поступил по закону. Но хорошо неважно. это или плохо? Мы сейчас морально говорим. Неважно, он поступил. Неважно, он поступил. А тот, который дал списать, хорошо или плохо поступил? Он тоже. Они все втроем поступили, неважно. Неважно. Так, в среднем неважно. Да, в среднем на 3. А вы как думаете? Первого студента, который списал, его осудили все. Но его осудили в разной степени. Сильнее всех его осудили американцы. Потому что он нечестный. Он украл фактически, да? Украл. А в России его тоже осудили, но не так сильно, как... Вот примерно так же, как вы. Ну, как мог. Потому что в России традиционно к воровству относятся, видите... Так это же не воровство. А если ситуация такова, что эти 3 студента претендуют на 2 места в аспирантуре, и один из них вылетит. Вот тот третий, который заложил,
Он прав или не прав? И хорошо ли сделал тот, кто дал списать? Окей. Я просто говорю, что не все так просто. Я вам тоже говорю, что как раз не все так просто. Зависит от конфигурации их отношений. Конечно. Просто американцы по-другому все это представляют. Для них быть честным – это значит немножечко другое. Да? Вот для нас быть честным по отношению к стране это, или к государству, или там, к начальнику – это не совсем то же самое, что быть честным по отношению к другому человеку, да? К своему другу, предположим. Итак, значит, тот студент, который заложил, он тоже оказался нехорошим человеком в глазах всех остальных. Но осудили его тоже по-разному. Русские его осудили сильно, понятно, в нашей традиции предатели бьют, да? А вот американцы его осудили не сильно, потому что все-таки он боролся за правое дело, за честность. Ну, не поступил, конечно, нехорошо, но несправедливо. А мнения всех стран, которые участвовали в этом расследовании, сильно разделились по поводу третьего студента, который дал списать. Американцы посчитали, что он все-таки нехорошо поступил. Нельзя было давать списывать. Голландцы, которые тоже, кстати, участвовали, они сказали, что вроде как нехорошо, но может и хорошо, но в общем как-то непонятно, да? А вот жители России и жители Израиля сказали, что он молодец. Правильно сделал. Потому что помог своему. Понимаете? Вот такая интересная мораль. В 90-е, о которых вы говорите, в общем, с таким воодушевлением, мораль была не такой, как сейчас в России? Конечно. В чем она заключалась? Уважение к достоинству. И это 90-е, про которые на самом высоком уровне в России говорят, что это были бандитские 90-е, нищие 90-е и унизительные для нас 90-е? В свое время, в 70-х, я был студентом, а тогда, знаете, тогда был самиздат, и такие подпольные лекции были. И мне так подмигнули и сказали: поехали на водный стадион, там будет лекция Натана Эдельмана. И мы поехали и слушали эту лекцию. Конечно, такие шоковые лекции, не потому что она там была какая-то особо антисоветская там, по содержанию, а просто потому, что это было где-то на водном стадионе, чуть ли не в каком-то там подпольном клубе, и полный зал, и все вот с открытым ртом слушали. Это вот как бардовская песня. Это было скорее социальное явление, чем явление искусства. И именно благодаря вот этой вот особой атмосфере я очень хорошо запомнил основное содержание этой лекции. Лекция была о том, что в России существует две культуры. Они сформировались благодаря деятельности Петра I, который провел вот эти вот реформы, приблизил страну к Европе за счет закабаления и угнетения основной массы людей. То есть, вот эта бесправная масса людей, которая была на тот момент крепостными и солдатами, вот они еще сильнее были угнетены благодаря Петру I. Но за счет этого развилась такая вот околоевропейская, российская, великая российская культура. И это сохранялось во все времена, в том числе и во времена советской власти. Такова была основная идея Натана Эдельмана. И если вдуматься, да, в этом очень много справедливого, потому что это две совершенно разные морали. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, какая мораль была в 90-м, вы о чем говорите? О ком вы говорите конкретно? Возникла плеяда, сравнительно небольшая плеяда людей, которые купались в этой атмосфере. Они были счастливы, что они наконец получили свободу. Они могут творить, они могут зарабатывать деньги, они могут там выезжать за границу, там учиться, потом возвращаться, потом опять уезжать. Они вдруг оказались в своей стихии, да? А были люди, которые, представьте себе, потеряли все свои сбережения, жизнь кончена, и нет никакой возможности начать ее заново, потому что тебе уже 60. Мой отец, ныне покойный,
Когда началась перестройка, он уже был пенсионного возраста. Но он нашел в себе силы, чтобы обзавестись собственным маленьким предприятием, которое, кстати, живо до сих пор. Может быть, сейчас уже не живо. Вот из-за этих всех. А это там в Запорожье было? Да, в Запорожье. На трансформаторном заводе он изобрел что-то типа такого переключателя, датчика, который позволял дистанционно, бесконтактно измерять состояние масла в трансформаторе. И это предприятие приносило доход, и даже уже после того, как отец умер, оно продолжало существовать. У него были разветвленные связи со всеми бывшими странами Советского Союза. А потом наступил 2014 год, все стало ухудшаться, связи рваться. И все умерло. А сейчас уж подавно. Куда делись люди, которые так радовались полученной свободе в 90-е сегодня? Где они? Почему им свобода перестала быть так важна? Слушайте, есть такое понятие в демографии поколения. Этим людям, мне в частности, да, сильно повезло. Мне было 30, когда началась перестройка, там чуть меньше. Я попал просто я не знаю, я попал просто как лис в курятник, мне так нельзя сказать. Ладно, давайте скажем как коучи. Вы попали в поток. Хорошо. Я попал в поток. И мои физические силы, мои психические силы, они были адекватны. Я делал то, что я мог, и это было прекрасно. Были люди, которые не принадлежали к моему поколению, но которые обладали такой энергией, которая позволила им стать миллиардерами, начав бизнес в 60. Вы про Дмитрия Борисовича? Я про Дмитрия Борисовича Зимина. Это моего партнера, с которым мы вместе делали Вимпелком. И Билайн. Да? Потрясающий совершенно человек. Он начал в 60. Дмитрий Борисович Зимин – один из выдающихся людей нашего времени. Просветителей, меценатов, бизнесменов и всего, что только можно себе представить. И этот человек, который умудрился создать огромный бизнес и расстаться с ним. Да, именно так. То, что он добровольно покинул этот бизнес, это признак большого ума. Я его очень ценил, мы очень тепло друг к другу относились. И буквально за несколько дней до своей смерти он мне позвонил, просто позвонил, чтобы поговорить. Был очень трогательный звонок. Да. А как вы с ним встретились? Вы же вообще разного поколения люди, разного круга. Я пришел к нему как начальник. Нет, а что вы смеетесь? Знаете, моя судьба совершала такие невероятные совершенно кульбиты. После того, как я создал фьючерсную биржу на московской бирже, мною заинтересовался Владимир Евтушенков. Это человек, который был близким другом Лужкова и который пользовался довольно большим количеством льгот. Он возглавлял Московский комитет по науке и технике. Пользуясь этим, он умудрился приватизировать огромное количество самых разных предприятий. Начиная от интуриста и заканчивая какими-то пивными заводами и заводами по производству пластиковых стульев. И ему нужен был толковый управленец, который теперь со всем этим богатством будет управляться. Он предложил мне перейти к нему на работу, возглавить холдинг, куда будут слиты эти все предприятия, для того, чтобы кто-то заставил весь этот бизнес вертеться. Как-то работать. Потому что одно дело наворовать. Извините, может быть, слово «наворовать» здесь не очень уместно, но оно очень близко по смыслу к тому, что делал Евтушенков. Потому что приватизация в те времена – это было что-то на грани с воровством. И тогда среди всего этого богатства я обнаружил бриллиант. Маленькое предприятие Вимпелком, в котором у Евтушенкова 10%, занимается
каким-то странным бизнесом, у которого даже названия еще нет. Никто не знал, как это должно называться. То ли мобильная связь, то ли целлюлярная связь, то ли сотовая связь. Мы потом с Зиминым вместе придумывали, как правильно это назвать перед началом широкомасштабной рекламной кампании, потому что нам надо было запустить это слово. Никто же не знал, что это такое. И тогда, покопавшись в этом и поработав с Зиминым и увлекшись всем этим, я понял, что у этого бизнеса огромные перспективы. Ну, как вы это поняли? Да очень просто. Я просто посмотрел, что происходит в других странах. Тогда казалось совершенно невероятным. Тогда абонентов мобильной связи на тот момент было там 300 или 500 человек в Москве. Причем ретранслятор висел на Останкинской башне. И вот до кого добивала эта радиосвязь, вот кто в машинах ездил, в «Волгах» и в «Чайках», те имели возможность пользоваться этой мобильной связью. Но поскольку ретранслятор был всего один, то больше 300 человек не могло им пользоваться. Соответственно, в каждой соте по 300 человек, а в общей сложности, я утрирую, но смысл примерно такой, да? Но если ретрансляторов, предположим, 100 тысяч, то, соответственно, 300 умножить на 100 тысяч, вот вам уже миллионы абонентов. И, собственно, в этом идея сотовой связи, что это демократичный способ связи, который обречен на то, чтобы стать массовым. И мы это видели. На тот момент в Финляндии уже было 25% проникновения. То есть 25% финнов уже говорили по сотовой связи. И посмотрев, какие перспективы... Нет, я, конечно, Зимину это все рассказывал, но сам не верил. Мы сторговались с компанией Ericsson. Мы хотели купить без денег у него оборудование для того, чтобы покрыть всю Москву. Классная идея. Купить без денег. Мы были нищими. Россия 90-е годы. У нас кроме идей, кроме инициативы, кроме энергии, у нас ничего не было. Да, мы сказали Эриксону: Эриксон, если ты нам без денег не продашь, мы купим у AT&T. Или у Alcatel. И это действительно было так. Я параллельно готовил контракт с Alcatel. Выиграл Эриксон, потому что Эриксон не только поставил нам это оборудование, он еще нам дал кредит на то, чтобы мы купили это оборудование. Когда мы определяли, сколько же нам купить этих базовых станций у Эриксона, мы с Зиминым долго-долго думали, вот на сколько же абонентов-то купить? На 5 тысяч абонентов или на 10 тысяч абонентов? Вот сколько в Москве может оказаться людей, которые позволят себе купить телефоны сотовой связи? То, что произошло дальше, это превзошло все ожидания, потому что сотовая связь просто изменила образ жизни. Это не просто новая отрасль, а это просто новый образ жизни, который возник в конце 90-х, в начале нулевых. Это просто он поменял отношение людей к окружающему миру. Потрясающая вещь. Это необыкновенно приятно понимать, что ты имел к этому самое непосредственное отношение. Вы можете вспомнить номер своего первого сотового телефона? Я был 7-м в Москве. У меня был 7-й телефон. Поэтому мой номер заканчивался 0007. Да. А Зимин был 3-м. Его номер был 03. Я у него все время спрашивал: ну хорошо, я понимаю, там я 7-й. Потому что да, я не с самого начала в этом проекте. Да? А кто первые двое? А он говорит: это наши ребята, технари, которые работают на коммутаторе. Ну, это справедливо, я считаю. Справедливо. Что у Дмитрия Борисовича было такого необыкновенного? Потрясающее совершенно жизнелюбие и любознательность. Сумасшедшая любознательность. Люди говорят, что с возрастом это как будто иссякает. То есть ты до какого-то возраста любопытен, потом равнодушен, а потом с отвращением смотришь на всякие инновации. Могу судить по себе. Не иссякает. Как и любую мышцу в организме, эту мышцу надо тренировать. Если ты не тренируешь свою любознательность, если ты перестаешь удивляться новому, если ты перестаешь читать, то ты постепенно деградируешь. И эту функцию можно восстановить. Каким образом? Как любую другую функцию. Вот, например, если у вас ослабли руки, вы начинаете отжиматься, подтягиваться и накачиваете мышцы. Вообще, смысл человеческой жизни в том, чтобы желать, хотеть. Если ты хочешь, твоя жизнь наполнена огромным количеством смыслов. Если ты хочешь и того, и этого, и пятого, и десятого. Да? Если ты перестаешь хотеть, то жизнь твоя становится невыносимой. Ты в депрессии. И я не могу сказать, что у меня в жизни не было таких ужасающих периодов, когда мне ничего не хотелось. Были.
Наверное, такими жизнерадостными буратинами никто не в состоянии быть всю жизнь. Поэтому способность выходить из такой депрессии – это важнейшее умение, да, человеческое. Если ты умеешь заставлять себя хотеть, то ты можешь быть счастливым всю жизнь. Сотовая связь была не только инновация, да, но это была одна из самых криминальных и сложных сфер раздела бизнеса. Это правда, что на вас совершалось в том числе и покушение, когда вы стали заниматься вымпелкомом? Это правда. Мои отношения с Владимиром Евтушенковым были непростыми. Потому что, когда он принимал меня на работу, он обещал мне, что я получу там какую-то долю в том бизнесе, который мне удастся развернуть. Не буду называть эту долю, она небольшая. Но, тем не менее, я за эту долю пахал. И многое сделал. В какой-то момент я к нему пришел и говорю, я уже чувствую, что вы мне эту долю не дадите. А тогда все друг друга кидали. Это были 90-е. Все-таки. Да. И я говорю, давайте я не буду заниматься вот всем. От приватизации МГТС до приватизации зеленоградских заводов. То есть, это я вам все помогаю делать. Но дайте мне возможность заниматься только одним – связью. У связи большая перспектива. Это очень, просто вот важнейшая отрасль, которая встает на ноги, которая меняет жизнь людей. Да? Я хочу заниматься этим. Он сказал мне, нет. В общем, закончилось тем, что обещанную долю он не дал. Вот, и мне пришлось уйти. Вообще? Я ушел из его холдинга. А до этого я для его холдинга приобрел контрольный пакет Вымпелкома. Я просто прошел по всем людям, у которых были акции, или что там, доли, и выкупил у них. У меня не было денег, я бы купил, может быть, и себе. Но это были деньги Евтушенкова, и я купил на деньги Евтушенкова все эти доли. То есть, я собственными руками принес Вымпелком Евтушенкову. Потом я же помог часть акций Вымпелкома продать американской компании. И я помню, это была потрясающая сделка. Евтушенков был счастлив, что он в этой вот маленькой компании 45%, в той компании, которая сейчас стоит миллиард, 45% удалось продать за $4 миллиона. Он выручил эти деньги. $4 миллиона. И я ему собственными руками, значит, вот эти вот $4 миллиона тогда выручил. И Евтушенков считал по-прежнему эту компанию своей, потому что у него были основные акции. И плюс к этому 12% было у Зимина. И когда я понял, что Евтушенков меня обманул, что он не собирается со мной расплачиваться, как обещал, я пошел к Зимину и сказал, Дмитрий Борисович, дорогой, мы с вами душа в душу уже несколько лет. Если вы мне дадите небольшой процент принадлежащих вам акций, я буду работать на вас, а не на Евтушенкова. Так. И я ушел от Евтушенкова. Я просто ушел, уволился из этой компании, там, АФК-система или Росика, или как она тогда называлась, да, и перешел на работу в Вымпелком. Я сначала был председателем совета директоров, когда Евтушенков владел Вымпелкомом. А после того, как я ушел в Вымпелком, я стал там первым вице-президентом, заместителем Зимина. Вот такой кульбит. Оказалось, что этих 45% американских акций, да, плюс наших с Зиминым акций, достаточно для того, чтобы избрать совет директоров, в котором у Евтушенкова не будет большинства. Это его взбесило дико совершенно. И дальше произошло подряд 2 случая. В июле произошло нападение на Зимина. Он жил где-то в районе Речного вокзала. Он просто шел домой пешком, как обычно. На него напала группа людей, избила. Разбила очки, он был весь разукрашенный. Он какое-то время отлежался, вернулся на работу. Через 2 недели в подъезде дома, мы снимали тогда
квартиру. Мои дети зашли в квартиру, да, а я еще задержался в лифте, или я спускался, и там машину ставил, я уже не помню. При выходе из лифта на меня напал человек, который, просто неожиданно свалил с ног. Лицо у меня было... Половины лица у меня не было. Еще оказался сломан палец. Вот он у меня до сих пор сломан. Для меня, конечно, это была трагедия, потому что я думал, что я уже никогда не буду играть на гитаре. Он на меня не хотел вообще никак играть. Но я сейчас, конечно, гораздо хуже играю, чем раньше. А через 3 дня мне позвонил человек от Евтушенкова и предложил продать свои акции. Вот такие были времена. А вы что сказали? А я сказал, не продам. И это же абсолютно иррациональное поведение. Почему иррациональное? Если бы я тогда сдался, то не было бы ни Нордоста, ни Фиксиков, ни Всенауки, ни каких-то других моих проектов. Потому что именно те акции – это основа всех моих личных инвестиций в дальнейшем. А вы с Зиминым об этом говорили? Вот сдаваться, не сдаваться, бояться, не бояться. Что делать? Он сильнее. У него Лужков. Не только Лужков, у него бандиты. Да. Конечно, говорил. Зимин же точно так же пострадал, как и я. Конечно, конечно. И вот обычно садятся 2 человека и говорят, нет, давай по-тихому сдадимся. Мы оба сумасшедшие, за что мы друг друга и любили всегда. Неужели вообще не было страшно? Конечно, страшно. Не очень. Понимаете, когда ты враже, да, когда ты делаешь что-то очень важное, ты не боишься. Какие ваши мартышки любимые? Я вот тех люблю, очкастых. Знаете, я очень люблю бонобо. Это карликовые шимпанзе. Потому что бонобо, они хоть и карликовые шимпанзе, но они очень умные. И у них очень интересное социальное устройство. У них нет патриархата. Боже мой. Как во всех остальных стаях. Но в подавляющем большинстве других сообществ патриархат. То есть самый сильный самец, он же самый главный. Он подавляет всех остальных. А у львов разве не львица главная? Один лев, несколько львиц. Да, а обычный львиный прайд – это один лев, несколько львиц. Я о них лучше думала. Да? Я тоже о них лучше думал до тех пор, пока не увидел процесс спаривания. Это что, ужасно? Может быть, это не ужасно, но это практически мгновенно. То есть это происходит за 20 секунд. Ой. И они опять укладываются лежать. Вернемся к бонобо. Знаете, почему у них нет патриархата? Почему? Не потому, что самки сильнее самцов, а потому, что самки умеют договариваться между собой. Они умнее. Да, просто они кооперируются. 2 самки, скооперировавшись, могут поставить на место любого самца. Не то, чтобы у них никогда самец не был главой стаи, но самки чаще бывают главой стаи, потому что самки, видимо, лучше умеют договариваться, более договороспособны. В 2001 году вы с Алексеем Иващенко выпустили мюзикл «Нордост», и у вас был какой-то план, связанный с этим мюзиклом. Что вы хотели? Какой был план магистральный? Мы прекрасно понимали, что в Москве очень мало театральной публики. Согласны? То есть, по моим прикидкам, это было от 150 до 250 тысяч человек. Постоянных, то, что называется theater goers, да, то есть постоянных ходоков в театр. А бизнес-план у нас был на 3 года. То есть в ежедневном показе нам нужно было существовать 3 года. Погодите, вы зашли в мюзикл с бизнес-моделью? Конечно. А где вот эта вот творческая душа, полет, самореализация? Это все прикладывается в бизнес-модель. И я вам сейчас покажу, как это связано. Смотрите, чем отличается бродвейская модель от репертуарного театра? Ежедневный показ. В репертуарном театре у вас есть, предположим, 30 спектаклей. Вы можете позволить себе что? Быстро собираем и разбираем декорации, да? Потому что если у вас декорации слишком сложные, вы их не успеваете разобрать и собрать перед спектаклем. Чтобы сегодня играть это, а завтра это. То есть, не очень дорогие декорации, да? Вы не можете себе позволить рекламу этого спектакля.
Потому что у вас 30 спектаклей. Если вы рекламируете один, то не покупают другие. Вы не можете позволить себе там, сделать какую-то дорогую постановку, потому что этот спектакль идет всего 2 раза в месяц. И он не окупает эти вложения. То есть получается, что репертуарный театр не дает возможности делать дорогие постановки. Можно, конечно, за государственный счет, но это не наш путь. Единственная возможность – это показывать спектакль ежедневно. Ну, как на Бродвее и принято. Тогда вы можете позволить себе все, что угодно. Например, там, скажем, оркестр, аранжировки, декорации. Вы можете самый лучший свет поставить, самый лучший звук. Чтобы показывать ежедневно, вы должны все это себе позволить. Потому что вы не сможете собирать людей изо дня в день на дешевый спектакль. Эта постановка вместе с реконструкцией театра стоила $4 миллиона. По тем временам совершенно сумасшедшие деньги. Бизнес-модель заставляет делать качественный спектакль. И вот и именно «Два капитана» оказались таким сюжетом. Я вдруг понял, что да, вот это вот то, вокруг чего можно сделать русский мюзикл. И там действительно великий сюжет, который невозможно придумать. Он запутанный, какой-то странный, какой-то вот слишком мелодраматичный. Но для мюзикла это так и должно быть. То есть элемент мелодрамы обязательно должен быть в мюзикле. И потом вы будете смеяться, но было очень важное маркетинговое соображение. Мы сделали семейный мюзикл, куда люди ходили семьями, с родителями, с дедушками, бабушками и внуками. А еще надо было иметь нечто такое в мюзикле, для того, чтобы туда пошли не только те, кто традиционно ходят на театральные спектакли, но и те, кто не ходит в театр. Вот по бизнес-плану, для того, чтобы окупить эти $миллионы, да, нам нужно было показывать этот спектакль 3 года. И тогда решение было очень простое. Надо было придумать такой фокус, такой аттракцион, который бы заставил людей приходить на этот спектакль, даже несмотря на то, что они обычно в театр не ходят. И мы советовались с Алексеем Иващенко, пришли к такому выводу, что нам как минимум надо посадить на сцену самолет. И именно этот самолет потом стал главным маркетинговым аргументом. На афишах, которыми мы заклеили весь город, было написано: каждый вечер на сцену приземляется самолет-бомбардировщик в натуральную величину. И несмотря на то, что критики эстетику этого спектакля восприняли в штыки, им не нравилось, как поют певцы, как написана музыка или слова там, и так далее, но зрители ходили. Шли, и постепенно критикам понравилось. Сколько раз вы смотрели? Я смотрел по долгу службы. И я сидел каждый день в зале, каждый день, и в своем кондуите делал пометки. Ошибка. Не там, не тот предмет реквизита, не там дали свет, здесь там темное лицо, не туда встал актер, фальшиво спел. Вот такая вот жуткая, кропотливая работа у меня была. У меня была такая система. Я вывешивал распечатки за сценой после каждого спектакля, где вот эти вот мои заметки были прописаны. И каждой ошибке символическое «Г». То есть ошибка грубая – это 1 «Г», очень грубая – это 2 «Г». А если просто вот непростительная ошибка, то это 3 «Г». Все ржали, но читали каждый раз, разбирали эти ошибки, старались быть лучше. 23 октября, когда террористы захватили зал, вы находились не в зале, вы находились в студии звукозаписи. И вы могли спокойно совершенно уйти. И вы принимаете решение, и вы возвращаетесь в зал. Да. Вы можете объяснить, почему вы так поступили? Да. Это абсолютно рациональное поведение. По той же самой причине, по которой я не уехал из России, когда начались вот эти кровавые события в Украине 24 февраля. У нас даже был с женой
куплены путевки на теплые моря, но мы туда решили не ехать. Просто посмотрели друг на друга и сказали, давай не поедем. Просто вот потому, что мы должны были остаться здесь. Ровно та же самая логика. Вернее, отсутствие логики, как вы говорите. Такие поступки человек совершает, не вычисляя. Я просто в тот момент чем-то, каким-то там местом, я не знаю, сердцем, печенью, мозжечком, я почувствовал, что надо это сделать. И я потом был счастлив все эти 2 с лишним дня, 3 дня почти. Я был счастлив, что я здесь, что я в зале, потому что я не знаю, какими бы я глазами смотрел на этих людей, если бы они были там, а я был бы снаружи. Я не знаю, что бы я испытывал. А так я был вместе с ними. Но это же тоже вопрос морали. Да, вот по поводу морали. Я как раз хотел об этом сказать. Был такой очень интересный спор в свое время между Кантом и Юмом. Был 2 таких великих философа. Один говорил, что мораль, она вот от ума, что можно придумать такое правило, которое все люди будут соблюдать, просто потому, что оно рационально. Ну, типа, не поступай с другими так, чего не хочешь себе. Да? И Кант верил, что мораль можно постичь умом, и что, рассуждая здраво, рассуждая рационально, ты можешь быть хорошим человеком. Юм рассуждал с точностью наоборот. Он говорил, что мораль, она от сердца. То есть, если Кант – это человек вот с таким вот мозгом, то Юм – это человек вот с таким вот сердцем. И он говорил, что люди учатся поступать хорошо, отличать плохое от хорошего, глядя на других людей, сопереживая обиженным, предположим, или негодуя, глядя, как кого-то обижают. И вот с детства человек, наблюдая за этим, получая такое нравственное воспитание, он постепенно учится мораль. Ну, современная наука, если заглянуть через томограф в мозг человека, она говорит о том, что и тот, и другой были правы. Что есть области в человеческом мозге, которые отвечают за чувственное такое восприятие. Есть области, которые отвечают за рациональную обработку информации. Но в чем, наверное, сошлись бы и Юм, и Кант, это в том, что образование и воспитание позволяет доводить вот это вот нравственное чувство до автоматизма. Вот когда это нравственное чувство у тебя правильно работает, вот тогда ты можешь практически не задумываться о своих поступках. Ты будешь хорошим человеком. Сейчас будет такой сложный вопрос, но есть теория, что война в Чечне, Беслан и Дубровка привели нас к тому, где мы находимся сегодня. Не кажется ли вам действительно, что если был качественно, как следует расследован теракт на Дубровке, то мы бы не оказались в 2014 году, а потом в 2022 году там, где мы оказались? Никогда не думал об этом. Не пытайтесь задавать мне эти вопросы. Я вам уже объяснял свою позицию. Я не люблю говорить о Норд-Осте как о теракте. Я могу вам говорить о своих личных переживаниях по этому поводу, могу рассказывать о спектакле. Не раскручивайте меня на политические оценки какие-то там и так далее. Каким газом травили или там почему расследования не проводили. Не надо. Мы сейчас вообще не об этом, правда? Я не люблю говорить и не хочу принципиально говорить о Норд-Осте как о теракте, потому что я считаю, что судьба меня обидела. Шучу. Я вообще не считаю, что судьба может кого-то обидеть. В этот спектакль было вложено очень-очень много. И теракт, он не только погубил больше 100 человек и искалечил жизни очень многим. Он погубил спектакль. Спектакль, который очень был важен для России. Он погубил людей, которые этим занимались, которые в это верили. Он погубил нас, как авторов мюзиклов, потому что у каждого из нас были еще какие-то там свои творческие планы. Алексей написал, например, мюзикл по Володину, а я написал мюзикл по Хаджи Насреддину Соловьева. Ну вот все это сейчас не происходит. Это все пресечено. Почему не получилось остановить спектакль? Ведь вы же хотели. Была придумана передвижная версия, и площадки одна за другой
Отказывали? Распоряжение администрации президента. Я сейчас могу это сказать просто совершенно точно. Может быть, администрация президента советовалась с начальником, ну, скорее всего, советовалась. Иначе бы вряд ли этому такому классному, уникальному, патриотическому спектаклю, да, так просто взяли и перекрыли кислород. Теоретически его нужно было, наоборот, поднять на щит. Вот как американцы там после 11 сентября, да, как они говорили: террористы, вы не заставите нас изменить наш образ жизни и наши ценности. Наше государство могло бы провозгласить точно такую же политику по отношению к Нордосту. Однако наше государство предпочло убить спектакль, потому что, во-первых, спектакль рождал, видимо, неправильные ассоциации. В свое время требование расследовать действия спецслужб, они были одним из главных лозунгов там, у Хакамады, у Немцова. Из-за вот этих вот политических трений администрация президента всячески угнетала Нордост. Не давали его популяризировать, восстанавливать и так далее. Ну и потом Ходорковский. Ходорковский финансировал создание передвижной версии Нордоста. Именно на деньги фонда «Открытая Россия» мы создали передвижную версию, с которой должны были стартовать в Петербурге. Премьера должна была состояться в Петербурге в 2004 году. Ну, а дальше последовала цепочка обломов. То есть, нам не дали провести премьеру в Петербурге, не дали поехать в Новосибирск, не дали поехать в Екатеринбург. И, в общем, стало понятно, что не дадут. Просто не дадут. У вас была тогда возможность уехать из России? Была. Зачем? Обидеться и уехать? Смешно. Ай. Да нет, ну что вы. Куда же я денусь из России? Здесь мои друзья, здесь мой язык, здесь мои произведения. Все, что я создал для этой страны, для этих людей. Пока я на свободе, я буду стараться что-то делать. Но вам потребовалось какое-то количество времени для того, чтобы придумать что-то новое. Да, и, к сожалению, возможности ограничивают. Потому что я же в стоп-листах, все мои предыдущие проекты до Нордоста, мне было раскручивать достаточно просто, потому что я был медийной единицей. Всегда приглашаем там, на Первый канал, на Второй канал, на НТВ по поводу сотовой связи, по поводу там, биржевой торговли, по поводу каких-то там новостных поводов. И потом после Нордоста, отрубило. Причина какая? Я слишком много говорил после Нордоста. Не то, что должен был говорить, по мнению людей, составляющих стоп-листы. Да, было сложно, и до сих пор сложно. Мне-то по большому счету плевать, но не пригласили меня на телевидение или там не дали высказаться по какому-то поводу, не дали разрекламировать фиксиков. Ну, хорошо, и другим способом это сделал. Мне не давали возможности рекламировать всенауку, нашел другой способ. Вот сейчас у нас был концерт. Мы точно совершенно знали, что нам не дадут возможность сделать рекламу на телевидении, в газетах или на радио. И мы даже не рассчитывали на это. А зачем вы делали этот концерт? Вы столько лет не играли вместе с Иващенко. Потому что больше не осталось способов заявить свою позицию. Сказать, что я думаю по поводу происходящего в стране, в нашей стране, в Украине, вообще во всем мире. И выразить не только свои мысли, но и дать возможность другим людям почувствовать, что они не одни. Дать возможность людям, которые не сломились, не уехали, ушли в себя, разочарованы, боятся, запуганы, разрознены, да, дать почувствовать, что их много. Удалось. Вы что чувствовали, как человек, который стоял на сцене? Счастье. Вы на это рассчитывали, что так будет? Конечно, я же продюсер. Это продюсерский проект. Вообще, во всем, что я делаю, очень тесно связаны мои личные творческие амбиции, то, что я хочу сказать. Сердце можно продюсировать.
Да очень просто. Вы же пьете лекарства, если вашему сердцу плохо. Или там, вы занимаетесь спортом, если чувствуете, что там есть лишний вес. Вы можете продюсировать ваше настроение. Точно так же вы можете продюсировать все, что угодно. И в этом нет плохого. Возьмем этот концерт. Когда я позвонил Алексею и сказал, давай дадим этот концерт, потому что других способов высказать нашу позицию нет. Не осталось. Единственное, что мы можем, нас знают как певцов, правда, уже забыли, но в конце концов, значит, маркетинг творит чудеса, можем напомнить о том, кто мы такие, соберем зал, дадим один большой концерт, отснимем его и покажем как можно шире. Он сказал, давай. А вы боялись, что он скажет нет? Нет. Ну, я же знаю, что он хороший человек. Семьи рушатся. Я знаю, что он хороший человек. Семьи рушатся, но старые друзья не предают. Но одно дело, там, два престарелых барда выйдут там, и что-то сыграют под гитару. Вы знаете, сколько там бардовский концерт может собрать зрителей? Или сколько он может собрать просмотров в интернете? Я, кстати, давайте в скобках я вам задам вопрос, вы мне ответите. Я вообще не понимаю феноменальную популярность бардовской песни. Вы можете мне ответить на вопрос, почему это так? Бардовская песня – это социальное явление. Это способ быть свободным в несвободной стране. Вот в 60-е, в 70-е, в 80-е годы, когда бардовская песня цвела пышным цветом, понятно было, что эти люди не самые лучшие певцы, не самые лучшие поэты, может быть, не самые лучшие игроки на гитаре. Но они несли очень важную, правдивую интонацию. Они пели о том, что нельзя было петь на официальной эстраде. И люди ценили эту правдивую интонацию о том, что им эти песни поют те люди, которые живут с ними одной жизнью, которые знают их жизнь, знают эту жизнь с той же стороны. А вот сейчас вдруг вернулись к тому времени, когда кроме авторской песни в искусстве очень трудно выразить вот эти сложные мысли, которые всеми нами владеют. Сложные мысли. Это важно. Потому что одно дело, там рэпер зарядит какую-то серию слов, да, или там, предположим, рокер 10 раз повторит один и тот же такой емкий рефрен, да, а другое дело, когда с тобой могут разделить очень тонкую мысль, важную мысль. Ну, например, поговорить о морали. И вот это как раз дает авторская песня. И не только в песнях, но еще и в том, что люди говорят между песнями. Вы обратили внимание, да, что наш концерт – это не столько песни, сколько разговоры между песнями. Как терапия выглядел. И в этой песне Лили Марлен в последнем куплете выражала желание увидеть висящим на фонарном столбе того, кто затеял всю эту войну. То есть Гитлера. Мы споем эту песню в переводе Иосифа Бродского. Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал тебя, Лили Марлен. Вот тюленечки, я не знала, что у них когти есть, а вы знали? Я Да. думала, что у него ласта и все, а у него еще когти. А чем он, по-вашему, Ластой. хватает? Ластой. Хватает. Знаете, что есть такие еще морские выдры, ну, похожие на котиков. Вот один из примеров того, как животные применяют орудие труда. Они камнями отбивают моллюсков от скал. Представляете? Ладно. Да. А еще кладут себе камень
камень на грудь, и вот так вот ракушкой бьют, да, по камню, как по наковальню, да. Обалдеть. Для того, чтобы ее раскрыть. То есть животные, они не такие дураки. Вы, наверное, не помните. Я-то еще учился, когда нам преподавали марксистско-ленинскую философию, и нам объясняли, чем отличается человек от обезьяны, чем человек отличается от животного. В первую очередь тем, что он умеет производить орудия труда и с их помощью, значит, вот там... Так вот, оказалось, что это совсем не так, что животные очень даже умеют производить орудия труда. Ну, например, слон может прищемить ветку и отломать хоботом нужного размера опахала для того, чтобы отмахиваться от мух. Это кажется невероятным, да? Но это факт, описанный в умных книгах. Вот, кстати, есть такая умная книга, которую мы сделали бесплатной, Александр Марков «Эволюция человека». Вот он там как раз говорит, что нет, животные отлично умеют производить орудия труда. Или нам кажется, например, что животные не умеют мыслить логически, только человек умеет мыслить логически. Ерунда. Есть такое понятие транзитивная логика. Ну, что это такое? Если А больше Б, то Б больше, и Б больше С, то А больше С. Правильно? Ну, то есть мы это понимаем. Ребенок, по-моему, там в 3 или в 4 года начинает это понимать. Ну, это не так просто, правильно, да? Так вот, аквариумные рыбки это понимают. Каким образом? Да, а там у Маркова описан такой опыт. Значит, есть такая аквариумная рыбка, астатотиляпия называется. Самцы этих рыбок, они бьются за свою территорию. Но у них достаточно мозгов, чтобы не нападать на того, кто сильнее тебя. Поэтому, если рыбке показать схватку двух самцов, например, самца А и самца Б, и если рыбка увидит, что самец А победил в этой схватке, он будет держаться от самца А подальше, а к самцу Б поближе. Так вот, если показать этой рыбке схватку самца А с самцом Б, самца Б с самцом С, то рыбка сама делает вывод, от кого держаться подальше. То есть она в состоянии сложить, что если самец А сильнее самца Б, а самец Б сильнее самца С, то самец А сильнее самца С. И это доказано наблюдениями за этими самыми рыбками. Что уж говорить о таких умных животных, как обезьяны. Они вообще демонстрируют потрясающие вещи. Например, обезьяну можно научить говорить. Ну, это описано во многих научно-популярных книгах. Считается, что только человек умеет говорить. Ничего подобного. У обезьяны просто нет возможности говорить, потому что у нее не развит артикуляционный аппарат. А в смысле речи обезьяны очень даже способны. Вот, например, Аллен и Беатрис Гарднер. Это пара ученых, приматологов, взяла шимпанзе в обучение и обучила ее языку глухонемых. Больше 130 слов. И она не просто повторяла эти слова, она в состоянии была такие фразы строить грамматически правильно. Более того, обученные речи обезьяны начали учить других обезьян этой речи. А самое смешное, что они называли обезьянами тех обезьян, которые не умеют говорить. Обезьяны ближе всего к человеку. Примеры того, как человеческая психика вырастает из животных инстинктов, они, конечно, лучше всего иллюстрируются обезьянами. Ну, например, как обезьяны относятся к умирающим, например. Как? Ну, вот Франц де Вааль, тоже знаменитый приматолог, он описывает случаи, ситуации, когда обезьяны ухаживают за умирающими. Это когда они очень под спину трогательно. подкладывали сено? Да. Сопереживание – это свойство не только человеческое, как оказалось, это свойство и не только обезьян, но и других животных. Например, крысы способны сочувствовать, куры способны сопереживать, да. Но сопереживание – это не единственное, что отличает человека от животного. Вернее, не отличает, да, если верить современной науке. Считалось, что только человек обладает самосознанием. Вот только он понимает, что он – это он. Стали проводить зеркальные тесты. Животному на лоб наносится краской какой-нибудь значок. И дальше показывают ему его изображение в зеркале. Так вот, оказывается, многие животные, ну, не все, конечно, но наиболее смышленые, обезьяны,
понимают, что это они. Они пытаются этот знак стереть, там, еще что-то с ним сделать. Поворачиваются, рассмотреть себя по-разному. Но не только обезьяны, дельфины, например, сороки и вороны понимают, что это они в зеркале, глядя на себя в зеркало. Более того, считается, что только человек способен осмысливать такие сложные понятия, как справедливость. Уж казалось бы, справедливость. Ничего подобного. Тот же самый Франц де Вааль описывает замечательный совершенно случай. Он угощал обезьяну огурцом, а в соседней клетке за ту же самую работу выполненную угощал обезьяну виноградом. Так вот, та обезьяна, которую угощали огурцом за ту же самую работу, отказывалась есть огурец. И требовала равной оплаты труда? Требовала равную оплату труда. Когда Франц де Вааль описал этот случай в одной из своих книг, на него обрушились потоки критики. Многие просто говорили: вы что, какие обезьяны, какая справедливость. Тогда он повторил опыт. Он сделал наоборот. За одно и то же действие этой обезьяне давали виноград, а ее подруге давали огурец. Так вот, эта обезьяна с негодованием отвергла виноград, потому что ее подругу обидели. Можете себе такое представить? Вопрос, который перед нами ставит последнее время, он тоже касается животных, но, наверное, больше относится к человеку. Что скорее происходит? Животные очеловечиваются и обучаются каким-то человеческим навыкам? Или человек расчеловечивается? Мы все время сталкиваемся с тем, как быстро весь этот уровень образования, просвещения, гуманизма и всего остального слетает, как шелуха, и человек превращается в очень жестокое и низкоморальное существо. Понимаете, какая штука? В науке есть такое понятие дегуманизация. Ну, или расчеловечивание, по-другому можно сказать, да? Что это такое? Когда мы стояли с вами возле волка, мы говорили о том, что волк к волку должен относиться как человек для того, чтобы волчья стая могла продолжать жить. Ну, в каком смысле как человек? Он должен относиться как к себе подобному, да? И испытывать уважение к другому волку как к себе подобному. Точно так же человек, и это в нас заложено на биологическом уровне, мы относимся друг к другу как к человеку. Мы уважаем друг друга как человека, как личность. Для нас личность другого человека полна достоинства. Она неприкосновенна, она уважаема. Недавно я читал какую-то книжку Карла Циммера, да? Оказывается, что в нас существует не только чувство человека, другого человека, да? То есть мы чувствуем другого человека как человека, но в нас существует также чувство живого. Мы моментально можем опознать в любом объекте живое. В животном или в растении мы чувствуем, что вот этот объект живой, вот это камень, а это растение, а это животное. Вы мгновение ока, вы распознаете полет птицы, отличить его от полета ракеты, предположим, или самолета. Я много лет работал в персонажной анимации. И наши аниматоры как-то показали мне удивительный совершенно фильм. Ничего не видно, черный экран. Десяток точек. Десяток светящихся точек. Эти 10 точек движутся. Но ты понимаешь, что это живой человек. Мультфильмы на этом и построены. Вы же не прорисовываете каждое движение, да? Современная 3D-анимация, она устроена так. Существуют только некие контрольные точки, в которых нужно контролировать движение. Вот если вы в этих контрольных точках контролируете движение, то общий характер движения будет для зрителя казаться человеческим. Вот по этим нескольким 10 точкам вы можете определить, что это человек. А если он человек, значит, мы должны относиться к нему по-человечески.
Так же, как волк относится к другому волку по-волчьи, а обезьяна относится к другой обезьяне по-обезьяне. В этом смысл. Тогда социальное существо может жить, давать жить другим, помогать другим и помогать всей своей стае, помогать всему своему сообществу. Так нас создала природа. Что такое дегуманизация теперь? Дегуманизация – это когда человек перестает воспринимать другого человека как человека. Такие опыты ставились. Засовывают человека, например, в томограф и начинают смотреть, какие у него срабатывают отделы мозга в зависимости от того, какие картинки ему показывают. И начинают ему показывать человека. Вот сработало то место в мозге, которое отвечает за распознавание лиц, за распознавание человека, за распознавание чего-то там еще, да. То есть реагирует на лицо, реагирует как на человека. На фигуру реагирует как на человека. На камень не реагирует как на человека. Другая реакция. То есть томограф фиксирует другую реакцию мозга. И вот так вот, показывая людям разные картинки, изучали, на что человек реагирует, как на живое или как на человеческое, да, а на что не реагирует. И что обнаружили? Что в некоторых случаях человек перестает реагировать на других людей, как на живых людей. Как на людей, достойных человеческого отношения. Например, грязный бомж. Во многих случаях у тех людей, которые лежали в томографе, да, и которым показывали картинки, не вызывал сочувствия, сопереживания как человек. Я думаю, что каждый может провести это маленькое психологическое наблюдение и сказать себе, да, всегда ли я отношусь к людям по-человечески, воспринимаю их как людей, всегда ли я хочу неосознанно броситься им на помощь, подхватить, помочь, подлечить. Во многих случаях вы обнаружите, что вы не относитесь к многим людям по-человечески. Не только к тем, кто от вас сильно отличается. В культурном смысле к врагам вы перестаете относиться по-человечески. Например, убить просто человека вы не можете. Но если вы понимаете, если вам объясняют, если вы чувствуете, что это враг, что это зверь, что этот человек совершил зверство, вы перестаете относиться к нему как человек. И ваш палец уже ничего не удерживает на курке. Даже сила натяжения курка. Вот что называется в науке дегуманизация или расчеловечивание. Сейчас этот термин пошел шире. И понятно почему. Потому что если ты способен расчеловечивать других людей, относиться к ним как к вещам, то ты, соответственно, сам становишься в меньшей степени человеком, да? Ты сам расчеловечиваешься. Есть же простая русская мудрость о том, что если человеку говорить, что он свинья, он начнет хрюкать. Если человек живет в нечеловеческих условиях, по своей воле, по воле обстоятельств, в которые он попал, то рано или поздно он теряет все эти свойства, и все культурные слои тоже отпадают. Вы говорите об этом немножечко отстраненно и с научной точки зрения, что так должно быть, да? Я говорю об этом, имея в виду в том числе, что я не знаю, что будет со мной, если я окажусь в таких условиях. Я знаю. В моей жизни был случай, когда я был заложником. Да. Я был заложником, сидел вместе с другими заложниками в зале мюзикла «Нурдост». А первые часы меня дико беспокоил один вопрос. А как же, извините, мы будем писать? Террористов тоже это вопрос беспокоил в какой-то степени, но с точки зрения безопасности. Они выкрикнули, кто там может помочь. Директор театра они меня называли, и поскольку я считался у них директором театра, я нашел места, где можно было бы устроить туалеты. Там где-то за сценой. Но они наотрез отказались из соображений безопасности выводить людей или давать им возможность выходить из поля зрения. Поэтому они сказали: нет, туалет будет в оркестровой яме. Справа девочки, мальчики, по-моему, да, слева девочки.
И я вот сидел и думал, неужели вот эти люди, все, вместе со мной, приличные люди, пришедшие в театр, которые еще там 2 часа назад они смотрели спектакль, неужели они сейчас вот встанут и на глазах у всего зала пойдут и будут, извините, гадить на глазах у всех в оркестровую яму? Встал один человек, встал второй человек. И так все друг за другом, а на следующие сутки уже никто уже обо всем и не думал. И я не думал. А что делать? Человека можно опустить ниже плинтуса, и он начинает вести себя абсолютно покорно. Ну а что делать? Нам так вот на протяжении 2 десятилетий нам постоянно понижали эту планку. А теперь мы всей страной вынуждены ходить в оркестровую яму. Поговорим о самом вашем любимом, самом громком и самом популярном среди тех, кому предстоит жить в нашей стране проекте о фиксиках. Так. Кто придумал фиксиков? Само слово. Я. Хорошо. Кто придумал слово «тыдыщ»? Кто? Я. Так. Кто придумал знак? Я. Кто придумал песню? Я. Там вообще другие люди были? Конечно, конечно. Я был продюсером, понимаете, есть такая должность. И я всегда пляшу от какой-то общественно значимой идеи. И для меня было очень важно создать культурный бренд. Культура как отрасль в России всегда была служанкой государства. А если у тебя нет допуска к телевидению, там, скажем, к федеральным каналам, то ты не можешь распространить информацию о себе, соответственно, там, заработать на концертах или там, заработать на дисках. В общем, государство постоянно держало руку на штуцере. И вот для меня было принципиально важно отвязаться от государства. Сделать такой культурный бренд, который не будет ходить с протянутой рукой за государством. Вторая идея – это была идея, которую породили наши бесконечные разговоры с Дмитрием Борисовичем Зиминым. Потому что когда мы заработали там свои деньги в Билайне и стали думать о том, какую пользу мы можем принести обществу еще, мы неоднократно собирались, просто обсуждали, а вот можно ли что-нибудь изменить в нашей стране политикой? Ответ? Нет. Уже тогда было понятно, что нет. Ну и, в общем, это были очень долгие обсуждения, это были нулевые годы. Но тогда уже было понятно, что гайки закручиваются, потолок все ниже становится, да, приходится пригибаться. И тогда Зимин сказал, я ухожу в благотворительность. Причем, поскольку он к тому времени он уже был долларовым миллиардером, он мог позволить себе основать фонд благотворительный и через этот фонд финансировать какие-то активности, которые развивают культуру и образование и науку в России. Этот фонд очень хорошо работал до тех пор, пока его не признали иностранным агентом. Зимин обиделся и закрыл этот фонд. Но книжные проекты его остались. А я уже после Нордоста я чувствовал, что у меня еще довольно много энергии. И я не располагал такими деньгами, как Зимин. Вот, поэтому я решил сделать образовательный проект для детей. Но только сделать его в жанре edutainment. И вот эти вот 2 идеи, сделать культурный бренд, независимый от государства, самофинансирующийся, да, и сделать хороший образовательный проект для детей, так, чтобы самим детям это нравилось, вот эти 2 идеи совместились в проекте «Фиксиков». Я пошел к Александру Татарскому, который оказался большим поклонником Нордоста. Мы с ним на этом познакомились. Он меня ввел в этот мир анимации. Я перезнакомился с огромным количеством талантливейших режиссеров, художников, сценаристов, композиторов, вот, что мне очень потом сильно помогло. И он же меня надоумил подольститься к Эдуарду Успенскому и купить у него права на гарантийных человечков.
У него такая повесть была «Гарантийные человечки». Но гарантийные человечки были вот примерно такого размера. Они как не влезали уже в современные приборы. Сейчас я задумалась, какого размера фиксики. Да. А, да? Фиксики нет, меньше. Нам нужно было уменьшить этих гарантийных человечков до такого размера, чтобы они влезали в сотовые телефоны. В общем, всякими ухищрениями мы этого добились. А Эдуард Успенский был очень интересный человек. С ним вообще никто не хотел, боялись иметь дело, потому что, знаете, про него ходил такой анекдот, что он когда-то получил международный какой-то большой гонорар, и кто-то из советских чиновников к нему подошел и сказал: не хотите пожертвовать вот то, что вы получили, в фонд мира? А Успенский ему ответил: не хочу. А чиновник ему сказал: ну как же так? Вы же советский человек. А Успенский ответил: да, я советский человек, но я жадный человек. Как вы коротко рассказали об Успенском. Может быть, это анекдот, исторический анекдот. Но вот с советским человеком мне пришлось иметь дело. И надо сказать, что это было сложно. В общем, в результате мне как-то удалось уладить отношения с Успенским именно потому, что фиксики перестали называться гарантийные человечки и уменьшились в несколько раз. Он сказал: да я не могу узнать здесь своих гарантийных человечков. Я сказал: ну, собственно, вот давайте. Он даже денег не заработал, получается? Ну, конечно, заработал. Ну, как не заработал? Он заработал. Я распереживалась. Нет, просто он требовал, чтобы ему платили от каждой продаваемой книжки, там, жвачки и прочего что-то. Да. Ну, в общем, как-то удалось регулировать отношения с Успенским. Он оказался советским, но не только жадным, но и разумным. И дальше встал вопрос, как их назвать. А мы хотели, чтобы это был международный бренд. Нам надо было что-то англозвучащее такое нужно было найти. И тут кто-то из наших знакомых подбросил такую идею. Вот есть такое английское слово «пикси». Такой шаловливый гномик такой маленький. А есть английское слово «fixer», то есть ремонтник. Мы провели фокус-группы с англофонами, там, или как они там называются, да, с экспатами в Москве, в Питере. И действительно выяснили, да, что слово «фикси» очень здорово звучит. И поэтому мы как бы перевели сначала с русского на английский, а потом с английского на русский, и получилось слово «фиксики». Фиксики – это не прообраз вашей семьи? Фиксики – это не прообраз. Но фиксики – это результат моей такой широкосемейности. Потому что всегда чувствовал, что я не додаю своим детям, что я остаюсь должным своим детям, потому что мои дети уже выросли к моменту, когда фиксики появились. Ну, по крайней мере, я, обездолив своих детей, ну, в смысле, уделяя им так мало внимания, как они заслуживают, я все-таки порадовал многих других, миллионы и миллионы других От нашей детей. семьи огромное спасибо. Да, да. Вообще фиксики – это любовь всей моей жизни. Правда? Угу. А почему вы отдали на них права? Во-первых, скажу, почему любовь. Когда я начал заниматься фиксиками, я, естественно, начал устанавливать контакты с другими анимационными проектами, которые уже существовали в этот момент. Один такой проект уже был. Он назывался «Смешарики». И первое, что я сделал, я пошел знакомиться со смешариками. Такой замечательный был человек, идеолог этого бренда, Анатолий Прохоров. Он меня ввел в курс от чистого сердца. Он был в свое время партнером Александра Татарского по пилоту. Великого человека. Великого человека, который, в свою очередь, был партнером моим по фиксикам. Он, собственно, и надоумил меня сделать такой фильм и такой сериал. И Прохоров меня тогда просто поразил одной простой мыслью. Он мне говорит: а вы знаете главную идею бренда «Смешарики»? Я говорю: нет. Он говорит: мир без насилия. Можете себе представить? Они договариваются между собой, да.
Там все очень округло. И, собственно, одна из идей, с которыми я пришел в анимацию, в попытке создать вот такой вот культурный бренд, была та же. И фиксики мы сделали так же. Вы знаете, что фиксики – это антивоенный бренд? Нет. А вы никогда не задумывались, почему фиксики живут в машинах, в приборах, чинят их, помогают людям, но никогда не живут в военной технике и никогда ее не чинят? Потому что она мертвая. Ну, что такое? Нет. Фиксики – это очень рациональные существа. Они не одушевляют технику. Для них техника – это просто дом. Так вот, некоторые лицензиаты, патриотически настроенные, в какой-то момент к очередному юбилею Победы сделали из дедуса, это такой вот патриарх фиксиков, сделали из него ветерана в пилотке, и чуть ли не с автоматом. Йоко Ламане. Мы когда это увидели, просто этого лицензиата отрубили. Это принципиальная позиция. Вот у смешариков это называется «мир без насилия», а у фиксиков это «нет войне». Нет, не этой войне, о которой вы подумали. Ее еще не было. Я хотела сказать, что вы задолго до... Задолго до. И эта принципиальная позиция, она видна во всем. Она сквозит в каждом жесте. Так что вот этот жест знаменитый, да, «ты-дыщ», считайте, что это антивоенный лозунг. И ваши дети, и многие миллионы детей, которые, съехав с горки, делают так «ты-дыщ», считайте, что они голосуют за мир. Может быть, они этого не понимают, но это записывается в подкорку, потому что вы не можете повлиять на политику непосредственно. Вы не можете повлиять на мораль, которая сформировалась в голове взрослого человека. Но вы можете какие-то наиболее важные, ценностные вещи вы можете вложить в голову ребенка. Вот таким образом вы можете изменить мир к лучшему. Почему вы продали фиксиков? В фиксиках я задержался. Я обычно больше 5 лет в одном проекте не сижу. Тот бизнес, в котором я работаю, называется investment management. То есть я создаю инвестиционные проекты, контролирую их развитие, вдохновляю, собираю людей, запускаю, ставлю на рельсы. И когда это уже на рельсах, мне, честно говоря, не очень интересно этим заниматься. Быть водителем поезда уже не очень интересно. Погодите, но фиксики все-таки это не московская биржа и даже не Билайн. Это вот там, где сердце. Как это можно продать? Безусловно. Я вам скажу, что оказалось, несмотря на огромное количество проектов, которые я сделал, которым я мог бы теоретически лежать на диване и гордиться, фиксики оказались самым главным. Я это заметил, когда читал лекции в Московском университете. Я вышел перед аудиторией, там 200 человек, говорю, вот я такой-то, такой-то, я не являюсь профессором Московского университета, но вот вы меня можете знать по такому-то проекту. Я не знаю, я создал, не помню сейчас, что я там говорил, да, я создал там первую фьючерсную биржу, или я там стоял у истоков Билайна, или я там еще сделал мюзикл «Нордост». Студенты сидят, да, что, молодец. Но при слове «фиксики» всем прям взвыли. Видимо, потому что они только сами смотрели. Ваш любимый там персонаж кто? Нолик, конечно, Нолик. Это мой любимый персонаж еще и потому, что этот персонаж с самого начала был озвучен моим младшим сыном, которому было 7 лет в тот момент. И он долго озвучивал этого персонажа. Он уже потом этот свой такой наивный детский голосок, он уже потом имитировал, а потом он уже специально пищал, когда у него голос начал ломаться. Он даже успел первый полнометражный фильм «Фиксики», он Нолика успел сыграть уже после того, как у него сломался голос. Но вы этого не определите. Эй, чемпион! Смотри, как надо маскироваться! Он каким-то совершенно идеальным способом сыграл этого Нолика. Кстати, и песенку он же поет. Вот первые несколько куплетов, там первые 3 или 4 куплета, они были написаны сразу же, а потом какие-то куплеты еще дописывались.
Там, по мере того, как появлялся 2-й сезон, 3-й сезон, 4-й сезон, сейчас 5-й сезон, по-моему, уже, по-моему, за 200 мультфильмов уже сделан. Как продюсер я создал первую 100, 120, может быть, мультфильмов, да. Потом дальше я уже отошел от сериала. А что вы почувствуете, если теперь фиксики, которые не ваши, начнут рекламировать оружие? А вот ответ на вопрос. Я их продал не вообще. Я их продал Илье Попову. Илья Попов – Это смешарики. это продюсер «Смешариков», да. И я очень надеюсь, что Илья Попов приличный человек, который не даст ни фиксикам, ни смешарикам, не даст им превратиться в средство пропаганды войны. Мне потрясло, честно говоря, что помимо того, что вы создали вот эту феноменальную платформу «Всенаука», где вы открыли людям доступ к 3000 книг, вы сами тоже занимаетесь популяризацией науки, вы составляете лекции, вы рассказываете о том, над чем вы думаете. Я прочел целый курс, который назывался «Человек и ноосфера». Это был такой очень интересный эксперимент. Я пришел на факультет, на географический факультет, выпускником которого я являюсь, и кандидатом географических наук я являюсь, к новому декану и сказал, вот могу прочесть такой курс «Человек и ноосфера. Современное осмысление мира». Можно я от имени географического факультета прочту его для студентов всего университета? А в Московском университете есть такая форма преподавания. Преподаватели каждого факультета читают для студентов всех остальных факультетов что-то важное, что-то известное только им. То есть я мог читать этот курс всем студентам Московского университета, кроме географов. К сожалению, мне дали прочесть только один раз. На следующий год мне мягко намекнули, что мои лекции были не слишком географические. Я могу их, конечно, читать, но не от имени географического факультета. После этого я, собственно, реализовал вот этот проект «Всенаука». Что это такое? Я по своему выбору отобрал темы, которые посчитал наиболее важными. То есть такой джентльменский набор. Что должен знать современный человек? Мы собрали армию экспертов, преподавателей, ученых, научных журналистов, википедистов. Больше 500 человек приняли участие в этом опросе. И мы определили порядка 30 наиболее важных тем. Ну, естественно, там были темы и про информацию, и про Вселенную, там, про биологию, про то, как устроена жизнь и так далее. Но топ-6 меня просто поразили. На первых местах темы, связанные с работой мозга, мышлением, сознанием, научным, критическим мышлением, рациональностью, ну и так далее. То есть понятно, да, о чем? То есть эксперты посчитали, что человек должен понимать основы мышления, как работает мозг и что такое критическое рациональное мышление. Обладая культурой мышления, человек уже сам решит, какие темы для него наиболее важны. Потрясающий совершенно вывод получился. Но вообще набор тем оказался всеобъемлющим. И что мы сделали дальше? По каждой теме мы сделали подборку наиболее интересных книг. А дальше мне пришла в голову совершенно авантюрная идея. Когда я это придумал, я сам в нее не поверил. Я подумал, а не пойти ли к издателям, к главным редакторам или хозяевам издательств научно-популярной литературы, и не договориться ли с ними о том, чтобы они продали нам права на бесплатное распространение их книг. Вот так вот. Представьте себе, я тогда заглянул в статистику и обнаружил, что средний тираж научно-популярной книги в России, по данным Книжной палаты, 2000 экземпляров на 140-миллионную страну. 2000 экземпляров. Ничто. 2000 экземпляров. Смешно. Вот. И у меня была такая идея, что если эти книги раздавать бесплатно, то мы сможем резко расширить количество читателей. Но то, что произошло дальше, меня просто самого поразило. Во-первых, издатели согласились. Мы сформировали
потрясающий совершенно набор книжек. Сейчас их порядка 90 уже бесплатных. И там есть книги, например, Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», там есть книги Стивена Хокинга «Вселенная», там есть книги Роберта Сапольского, и есть замечательные российские авторы, например, Александр Аузан, потрясающая книга «Институциональная экономика», или Александр Марков «Эволюция человека», Ася Казанцева. Ну, замечательный совершенно набор книг, совершенно бесплатный. Дальше произошло второе чудо. Оказалось, что слово «бесплатное» имеет совершенно магическое влияние на людей. Я не знаю почему, то ли про запас люди запасались. Но, в общем, за год с небольшим с нашего сайта было скачано 10 миллионов экземпляров этих книг. Например, книги того же самого Докинза или Хокинга, они были скачаны по 200 тысяч раз, больше. Я даже не знаю, читали ли они их. Может быть, просто запасали, потому что очень много благодарственных отзывов, и некоторые отзывы были весьма забавные. Например, одна женщина написала: «Я сама вообще не в состоянии понять эти книги, но я вот хочу скачать всю вашу библиотеку для своей дочки. Вдруг она ее прочитает». Я уверен, что мы сделали очень большое дело, что мы популяризовали таким вот странным маркетинговым способом очень многие идеи. Ну да, может быть, не 200 тысяч человек прочтут книгу «Эгоистичный ген», не те 200 тысяч, которые скачали. Но, по крайней мере, хорошо, 10% прочтет. Все равно это очень много. Очень много. Это очень важно для того, чтобы... Ну, конечно, это важно и для того, чтобы просто сэкономить людям деньги. Это тоже очень важно. Ведь стоимость вот этих 90 книг в розничных ценах – это примерно 2 минимальные зарплаты. Хорошо, прочтут они, и что? Прочтут, начнут думать. Вы прям уверены? Конечно, ведь чтение очень вредная вещь. От чтения заводятся мысли. Понимаете? И от этого никуда не деться. И эти книги по-прежнему можно качать, их можно читать. То есть новые санкции, которые ограничили Россию, в том числе там, и в «Гарри Поттере», да, они на ваши права не распространяются? Все очень сложно. Зарубежные издательства после того, что произошло 24 февраля, зарубежные издательства отказались давать права и продлевать права. Да. И теперь многие книги выбывают из этого списка. Там уже не 90. Уже доступных уже гораздо меньше. Более того, многие издательства не продлевают права с некоторыми нашими авторами, и у нас начинают выбывать российские книги. Дело в том, что у нас в нашем списке книг среди наших авторов есть, скажем так, мягко выражаясь, неблагонадежные и даже иноагенты. Что вы думаете о том, что западные издательства отказались продлевать контракты с Россией, что Россию отключили от доступа во все приличные библиотеки, электронные, мировые, и, в общем, теперь все эти книжки, документы, картины, там и многое чего недоступно, а перелеты тоже недоступны, и переезды. Это, в общем, в рамках пакета санкций, но это такая интеллектуальная часть его. Это скорее моральный вопрос. А что касается вот этих бесплатных книг, то еще год примерно их можно будет скачивать бесплатно. Ну, большую часть из них. Потом закончатся права полностью, и вряд ли нам удастся их продлить, потому что отказались спонсоры. Вот компания Яндекс в июле этого года вынуждена была, как вы понимаете, расторгнуть с нами. А причина в ком? В вас? В авторах книжек? Я думаю, что у Яндекса своих проблем достаточно. Им не до поддержки благотворительных проектов. Вот так. Хотя спонсоры были не единственным нашим
источников У вас же финансирования. краудфандинг был. Да, у нас было 2 очень успешных краудфандинга. Я прекрасно понимаю тех западных издателей, которые не хотят иметь дело с страной-агрессором, со страной, которая напала на другую страну, на соседнюю страну. Если мы пропутешествуем в эту соседнюю страну, то мы сейчас увидим гораздо более шокирующие факты того, как изгоняется русская культура и русский язык. Нам не просто какие-то западные издатели не дают издавать их книги в переводах на русский язык. Украинцы сносят памятники русским писателям. Ну, я уже не говорю там о русских военных и русских императорах, это ладно. Сносят памятники русским писателям. Не 10 лет назад, а сейчас. Запрещают преподавание на русском языке там, в каких-то местах. Да? Украинцы не хотят говорить больше по-русски. Моя сестра никогда не говорила по-украински. Никогда. Наш семейный язык – русский язык. Мы всегда гордились, что мы правильно говорим по-русски, живя в Украине. Моя сестра сейчас переехала из Запорожья во Львов. Она старается говорить по-украински. Хотя раньше, до 24 февраля, ее прекрасно понимали, когда она говорила по-русски, и не было никакой дискриминации. Она спокойно ходила по Львову, и все было хорошо. Винить украинцев в том, что происходит сейчас, в их изменении отношения к русскому языку и к русской культуре, или винить западных издателей, то, что они перестают давать права на перевод на русский язык, я не могу. Потому что, как минимум, это понятно. Понятно сейчас, когда наступает общее озверение. Когда мир все больше и больше поляризуется. Посмотрите, что сейчас говорит русская пропаганда в отношении украинцев. Я не слежу за украинской пропагандой, но я думаю, что там должен быть адекватный ответ, как минимум. То есть, если здесь возбуждается такая ненависть ко всему украинскому, то что же должны чувствовать украинцы? На улицах их городов рвутся бомбы. Что они должны чувствовать по отношению к России? Вы это говорите, находясь в России. Вы за себя не боитесь? Ну, видите, я стараюсь говорить аккуратно. Я стараюсь не употреблять слово «мир», слово «война». А слово «война» я употребляю только в том смысле, в котором его употребляет российская пропаганда. Ну, это же война, не особо имеет значение. Это почему? Я лично употребляю слово «война» в данном случае в том же смысле, что и в лозунге русские не начинают войны, они их заканчивают. Так вот, в 2014 году действительно началась война в Украине. Вот с 24 февраля Россия ее официально пытается закончить. И вот уже скоро 9 лет будет война в Украине. Вы, наверное, сейчас поставите звездочку и подпишите там внизу, как вы обычно делаете, что под словом «война» нужно понимать, там, как вы пишете, да, специальную военную операцию. Так вот, учтите, что это будет стёб. Потому что тогда получится так, что русские не начинают специальные военные операции, а заканчивают. Не знаю, как вы выпутаетесь из такой ситуации. Как изменит война, которая на самом деле действительно длится 9 лет, как она изменит людей, как она изменит общество, как она уже меняет вот ту самую мораль, о которой мы с вами тут такое количество времени говорим? Как война меняет мораль? Да. Она расчеловечивает. Дегуманизация или расчеловечивание происходит в следующем порядке. Сначала ты начинаешь относиться к другому человеку как к животному, как к зверю. Ну, тебе говорят, он зверь, он не человек, он недочеловек, да? То есть его можно убивать. Тебе это втолковывают, ты начинаешь относиться к этому человеку или к другим людям, начинаешь как к недолюдям, да? Как к животным. Это первая фаза. Вторая фаза, когда ты перестаешь к ним относиться как к живым существам. И вот война, она как раз производит вот это самое расчеловечивание. Она заставляет людей совершать преступления, мысленные преступления. Я считаю, мысленное преступление думать о другом человеке
как о нечеловеке, тем более как о вещи. Война, которая идет в нескольких тысячах километрах отсюда, меняет людей, которые здесь находятся? Безусловно. Я сам это чувствую. Я просматриваю, пролистываю эти ужасающие ролики, видеофрагменты, видеосвидетельства, да, и меня перестает уже ужасать эти картины смертей. Или я их просто пролистываю, я стараюсь туда уже не заглядывать, потому что я уже видел эти трупы. А эти трупы – это все новые и новые трупы, это новые люди, вновь погибшие люди. И я думаю, что у вас происходит такое же насыщение, да? Вы тоже начинаете думать, ну, так, менее эмоционально о тех новостях, которые потребляете. Вспомните свои первые впечатления после 24 февраля. А ваши ощущения от первых кадров. И сравните их с тем, что вы сейчас видите. И что вы сейчас думаете. Вы тоже расчеловечились. И я расчеловечился. Это ужасно. Мне кажется, что человек, который прочел книжки, но при этом он плохой человек, он благодаря книжкам получит большую основу для своих злодеяний. Книжки не делают человека лучше. Они делают образованнее. Вы знаете, во многом образование синоним лучше. Я абсолютно уверен в этом. Есть такой замечательный популяризатор науки Стивен Пинкер. Он недавно выпустил толстенную книгу, которая называется «Просвещение продолжается», где он доказывает, что со времен просвещения, ну, того европейского просвещения, там, 17-18 век, да, произошли глобальные изменения в мире. Причем в сторону улучшения. Во всех смыслах улучшения. Он приводит огромную статистику по самоубийствам, по уровню образования, по смертности, по продолжительности жизни, по богатству, по там, чему бы то ни было, которая показывает, что человечество шаг за шагом идет по пути прогресса. То есть мы становимся лучше. Человечество в целом становится лучше. Вы так удивленно на меня смотрите. Я прожила 2022 год, слушайте. Да. У меня есть повод сомневаться. Да, я прожил его вместе с вами. Но вы знаете, во многом прожить его мне помогла эта книга. Но вопрос, собственно, почему это происходит? Ответ Пинкера очень простой. Он говорит, собственно, в чем основные идеи просвещения? Вот что такого произошло там в том 16, 17, 18 веке, что вот так развернуло человечество, и человечество начало двигаться по пути прогресса. Он говорит, идеи две. Они очень простые. Первое. Рациональность. Помните? Декарт, Бекон. То есть рациональные люди, которые говорят, ничему не верим, нет авторитетов, хотим все пощупать сами, хотим проверить каждый факт. Критическое мышление, рациональность, независимое мышление. Вот это как раз то, что воспитывают научно-популярные книги. А вторая мысль эпохи Просвещения, которая также прочно завладела умами людей в цивилизованных странах, это гуманизм или человечность. Простыми словами, это человек во главе всего. То есть мы живем ради того, чтобы человеку было лучше, а не ради того, чтобы там, Богу было лучше, или государству было лучше, или твоим соплеменникам было лучше, или кому-то там еще, да? И этим двум идеям подчинено все развитие человечества. Чем больше критического мышления, независимого мышления в обществе, чем уважительнее это общество относится к правам человека, к человеку, тем это общество лучше во всех смыслах. Богаче, свободнее, там, здоровее. Во всех смыслах. И это доказывается в этой потрясающей совершенно книге. Читайте, если хватит терпения. Почему это в 2022 году, который мы с вами прожили вместе, это не оказалось ни полезным знанием, ни применимым знанием к России? Ну, во-первых, давайте так. Россия – это еще не весь мир. Да? Это первое. Второе.
то, что происходит сейчас в России, не значит, что это правильно. Да. Просто исходя из этих двух соображений, легко заключить, что ваш тезис о том, что в России тут что-то не то происходит, да, никак не противоречит тезису Стивена Пинкера о том, что в мире происходит прогресс. Да, прогресс происходит. Но, во-первых, он происходит не прямым путем, да, методом проб и ошибок, грубо говоря. Приливов и отливов. Это во-первых. А во-вторых, он не происходит сам по себе. Это не то, что там вдруг само как-то вот просто потому, что так Пинкер сказал. Нет. Это происходит благодаря тому, что люди действуют. Действуют те, кто против прогресса, действуют те, кто за прогресс. И оказывается, что тех, кто за прогресс, их больше, они сильнее. В конечном итоге. Так что утешьтесь. Утешьтесь. А вы бываете безутешны? Нет. Я стараюсь даже в самых ужасающих ситуациях, в которые я, кстати, в жизни не раз попадал, оставаться деятельным. Это то, что спасает. В самой безвыходной ситуации у тебя есть возможность хоть что-то делать, хотя бы думать. И это тебя спасает. Почему вы все еще здесь остаетесь? По той же самой причине, по которой я остался заложником. Ровно Вы по той считаете, же что самой мы причине. все заложники сейчас? Я абсолютно убежден, что мы все являемся заложниками этого режима. Я должен был остаться заложником. А что должно произойти, чтобы вы уехали? Не знаю. Я думаю, что я из зала Нордоста не ушел бы даже, если бы меня выпустили. Мы должны что-то делать здесь. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Когда как? Свобода или стабильность. Когда как? Правда или безопасность. Аналогично. И вы понимаете, почему, да? Потому что животные инстинкты во всех одинаковые. Даже убийство человека в одних случаях, а какая-то мораль оправдывает, а какая-то не оправдывает. И если вы убиваете человека нечаянно, это один случай. Если намеренно, это другой случай. Если вы разбойник, это одно. Если вы защищались, это другое. Был совершенно потрясающий случай в американской судебной практике. Он вошел потом в учебники. Один человек убил всю свою семью, включая детей и жену. Он был оправдан в зале суда и выпущен. Из зала суда прям. Лунатик. В приступе лунатизма это произошло. А так хороший человек. То есть все относительно. Поэтому я и отвечаю, когда как. Любой поступок, любой ваш животный порыв, любой ваш позыв, инстинкт, он может служить добру, а может служить злу. Все зависит от того, что вы имели в виду и в какой системе координат вы находитесь, в какой стране вы живете. Родина или истина? Когда как. Ну нет. Да. Почему вы хотите, чтобы я ответил так, как вы хотите? А я не знаю ответа. Ну, так тогда знайте, я вам сообщаю. Как вы думаете, мы с вами увидим, как кончится война? Да. Это не знание, это надежда. И что вы сделаете, когда мы с вами увидим это? Вы меня не спросили, как кончится. Как кончится? Победой добра. И что вы сделаете? Это смотря в каком я буду возрасте. И в каком состоянии здоровья. Я рассчитываю жить долго. Ну и ладно. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. И музыку повеселее, если можно. Повеселим, сделаем музыку очень веселую. Хорошо.